Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусные лимонные куличи без использования дрожжей. Тесто на куличи получается очень сдобное и ароматное, с приятным лимонным вкусом и изюмом. Это рецепт на скорую руку, так как в отличие от классического дрожжевого теста, приготовление этих куличей не требует отстаивания теста, а готовится моментально в один замес. При этом куличи получаются очень пышные и пористые, что делает данный рецепт незаменимым. Если вы хотите сделать быстро, пышные и очень вкусные куличи с приятным цитрусовым ароматом лимона. Лимонная глазурь готовится также очень просто и наскоро, всего за минуту, и при этом глазурь при разрезании не ломается и не крошится, а остается нежной и очень вкусной. Состав сдобного и очень пористого лимонного теста с изюмом, нежной лимонной глазурью, цукатами – это сочетание лучших бездрожжевых куличей на Пасху. Друзья, более подробное описание рецепта, также особенности мерных значений по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для теста в яйца всыпаю сахар, взбивая на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси. Вливаю размягченное сливочное масло и недолго перемешиваю. Добавляю сок лимона, цедру, всю муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешиваю на низких оборотах миксера, чтобы получилось однородное кексовое тесто. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Добавляю предварительно промытый и обсушенный изюм. Перемешиваю лопаткой, чтобы изюм равномерно распределился по тесту. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Тем самым вы не только продвигаете канал, но и мотивируете меня и дальше публиковать проверенные и стабильные рецепты на канале Сладкий Мастер. Вот такое тесто получилось. В бумажной форме для куличей равномерно выкладываю все кексовое тесто. Каждый стаканчик наполняю чуть больше половины, оставляя место для подъема выпечки. Все размеры по стаканчикам я указал в рекомендациях. Друзья, на канале есть также рецепт очень вкусных куличей на дрожжевом тесте с нейтральной и очень пышной глазурью. Ссылку на все свои куличи я оставлю в описании под видео. Чайной ложкой разглаживаю поверхность теста в каждом стаканчике. Формы с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая форму из духовки. После выпекания оставляю куличи на решетке при комнатной температуре до полного остывания. Для приготовления глазури в сахарную пудру добавляю половину лимонного сока и перемешиваю. Добавляю половину сока и окончательно перемешиваю до получения густой лимонной глазури. Наношу лимонную глазурь на остывшие куличи, сразу распределяя ее по шапочке кулича. Поскольку глазурь быстро застывает, работать с ней нужно в темпе. Куличи дополнительно украсил вишневыми цукатами. Вы можете украсить куличи изюмом, курагой или иными цукатами и сухофруктами на свое усмотрение. При разрезании лимонная глазурь не трескается и не ломается, а сохраняет устойчивый и красивый вид. Сам кулич очень нежный и пышный, с приятным ароматом лимона и очень вкусным тестом, которое просто тает во рту. Это настолько вкусно и просто, что я рекомендую этот рецепт к Пасхе, к праздничному столу, который оценят все, кто попробует эти ароматные пасхальные кексы. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.